Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте узнаем, что же ждет знак Весы с 10 по 20, с чем это будет связано или с кем, что или кто появится неожиданно. Скорее всего, может быть какая-то давно все-таки знакомая история. Здесь есть увязка с прошлым за счет планетарных транзитов Сатурн и Уран. Ну вот это как продолжение чего-то уже знакомого. Но неожиданно могут проясняться детали дела, какие-то вопросы, некоторые обстоятельства открываться могут. И в зависимости от услышанного или увиденного, от какой-то информации, контактов, получения, может быть, корреспонденции или звонков, переговоров, мы, скорее всего, будем что-то корректировать неизбежно. Вот давайте мы узнаем. И первая колода у нас 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Основная задача, да, рассмотреть. А вы, вот ваше дело, вопрос, попробуйте переложить на метафору карт. Мы не задаем конкретных вопросов. Мы просто достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, как свидетельство, ну, может быть, к чему приготовиться. Или, ну, на самом деле, какие двери будут открыты, какие закрыты, в чем вам, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения, мои дорогие весы. Итак, смотрим первый знак судьбы, что ждет или чего ждать, что там будет происходить у вас, да, какие знаки судьбы, вот это третий знак судьбы, что нам как подсказку дадут карты. И если мы сказали неожиданно, может быть такое, у кого-то неожиданно, может быть, бумагу надо переделать, отчет переписать, пересчитать, ну а у кого-то что-то более глобальное, важное. Итак, что неожиданно? Что появится неожиданно? Или кто, с чем это будет связано? Вот эта неожиданность. И к чему все идет? Мы говорим причина и следствие, то есть как это будет продолжаться. Третья карта «Чего ждать?», каков итог? Или что вы сумеете, может быть, осуществить? Для чего вам это было нужно? И по основным сферам жизни, что ждет? Весы с 10 по 20 января в сфере личной жизни, любви или взаимоотношений в целом. Что ждет в финансах? Весов с 10 по 20. И ваша работа, ваши достижения – согласования, документы, контакты какие-то тоже. Что ждет с 10 по 20? Давайте узнаем. Первый знак судьбы. Как врата открыты. Но восьмерка кубков. Это, знаете, мы как на выборе, как на пороге стоим. Нет ограничений, нет ничего, чтобы вас сдерживало. Но, скорее всего, по этой карте есть именно ваша решимость. Вам нужно на что-то решиться. И ведь человек как будто вышел вот из какой-то прежней, может быть, истории, обстоятельств, местности, у кого что. У кого-то с переездом будет напрямую связано. Или со сменой работы, смена организации вашей жизни, может быть, смена графика работы, такое тоже может быть. А у кого-то перемещение очень далеко, сама по себе поездка. Может быть, и недалекая поездка, а какие-то мелкие переезды, перемещения – которые вам предстоят, и нужно это осуществить, потому что мы тут что-то не откладываем на потом, иначе мы рискуем подзастрять. Это могут быть какие-то знающие люди, например, ну, юристы, адвокаты, может быть, это необходимо, да, мы ищем именно выход какой-то, и мы его находим по этой карте. А может быть, и чиновники, официальные лица, или какая-то важная беседа по части личной жизни. Вот тут нужно вам что-то прояснить для себя самих. Второй знак судьбы. Шестерка пентаклей. Это карта материального успеха, карта благополучия, такого какого-то глобального баланса, но и, безусловно, подарков. Иногда мы по этой карте говорим, как высшие силы нам помогают. Вот у вас с первых где-то дней января. Для вас удачное время. Но это не означает, что мы расслабились. Нет, тут как будто нужно вот эту траекторию какую-то правильную или решить, или решиться, на что-то себя сориентировать. И, может быть, для кого-то действительно это возможность выйти из финансового тупика. Но тогда карта нам говорит, тебе могут, ну, как люди помогать, да, вот этот подарок, иными словами. Может быть, и есть что-то подобное. Как финансовая, к примеру, помощь кого-либо. Но и к вам, мои дорогие весы, тоже могут люди обращаться, чтобы вы кому-то помогли.
Так вот, эта карта, она как в одном направлении работает. Мы кумулируем финансы. Поэтому деньги у вас приходят, деньги будут, деньги есть. Если мы конкретно о деньгах говорим, о финансах, да. Хотя я допускаю у кого-то вопросы, связанные с жильем. Может быть, с имуществом, да. Не обязательно недвижимое, может быть и движимое имущество. Но в конечном-то итоге мы все равно к финансам где-то можем это свести. Так вот, те деньги, которые к вам поступают, карта говорит, ты как будто не трать, не транжирь. Помни, рука дающего сегодня, завтра может стать рукой просящего. Может быть, вот этот сложный выбор, когда вам нужно кому-то сказать «нет», и выбрать именно себя, вашу какую-то задумку. Может быть, это какая-то инвестиция именно в себя. Потратить, к примеру, на какие-то курсы или на, может быть, обучение, пусть даже онлайн. Но вам это должно быть интересно, понимаете? Тут вот себя, вот по этим двум картам, вам пространство помогает воспрять духом. Или для себя сделать что-то очень важно хорошее. Давайте третий знак судьбы. Сложный выбор. Ну, тут действительно какой-то выбор, когда нам вроде пространство возвращает, может быть, даже нашу мечту, но мы к этому не готовы. Не случайно художник изобразил монахиню. Мы понимаем, что для того, чтобы принять такое решение и принять монашеский постриг, у людей, ну, что-то в жизни явно происходило сложное. Или когда человек сам устранился словно от мира, потому что, ну, не видел выхода, не хотел мириться с теми обстоятельствами. Ну, что-то, знаете, как сильное, какое-то глубокое было противоречие. Но, может быть, вот эта женщина, она нам, кстати, изображена в возрасте. Если мы спросили, открыты двери или закрыты, двери вы открываете сами в двух случаях. А здесь как будто первая карта «нет ничего невозможного, двери мира перед вами открыты». Но наша женщина, изображенная на карте, она открыла дверь именно на плач младенца и увидела кроху среди холода луж снега. Конечно, мы понимаем, она занесет его в дом, не оставит мерзнуть на улице. Но вот самый главный вопрос, что она будет делать дальше? Вот у вас какой-то такой, знаете, жизни и утверждающий должен быть выбор, и очень важный, который касается вашей души или ваших предпочтений. И действия какие-то должны от вас последовать, потому что, конечно, карта заставляет задуматься, как будто мы ведь не знаем, да, вот, историю этой женщины. И, скорее всего, раз она приняла такой ответственный шаг, именно стать, монахиней, принять этот постриг, может быть, она мечтала когда-то о дружной семье, когда много детского смеха, голосов, много детей, теплый уютный дом, но сложилось как-то иначе. Явно прошли годы, и вот то, о чем она мечтала, ей пространство, Вселенная, судьба возвращает, но она к этому не готова. И у нас планетарные транзиты таковы, что мы как минимум, ну, может быть, конец апреля, а то и конец мая, мы можем ощущать, словно наша жизнь, знаете, как реальность преломляется. Есть наши планы на будущий раз, есть наши мечты, которые тянутся из прошлого. Возможно, мы о них никому не говорим. И вот эти мечты или желания, которые и на будущее, и где-то были когда-то, они преломляются в дне сегодняшнем и получают как новый вес или какое-то новое развитие. Мы проживаем несколько этапов, эпох нашей жизни в один момент. Это сложно объяснить, но вот правда, это как раз и совпадает с каким-то очень важным решением. Что же вы будете делать дальше? Мы, конечно, можем все оставить как есть, да, и как вот эта милая женщина, она ведь не говорит, художник, она занесет, мы только догадываемся, да, конечно, она занесет младенца в дом, но либо отдаст приемным родителям, либо пройдя тысячу препонов, потому что ее статус уже другой. Так вот, пройдя тысячу препонов, она будет воспитывать ребенка сама. Тут какой-то очень сложный выбор, мои дорогие. У каждого по-своему. Неожиданности. Королева Пентаклей. Ну, где-то прообраз, можем сказать, Венеры, вашей планеты управителя. Здесь, правда, какая-то возможность. Но это зависит от того, какой выбор вы сделаете, и ваша организация. Вам придется как будто
но, может быть, собственную организацию жизни видоизменять и надеяться на себя самого. Я, конечно, допускаю, мои дорогие весы, может быть, это конкретная женщина неожиданно. Возможно, это та женщина, которая рождена под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Но это те люди, которые надеются сами на себя. Они умеют правильно распорядиться деньгами, они, как правило, много работают, они умеют создать благополучие с нуля, из какого-то бардака и хаоса создать порядок. Вот что-то подобное вам этим неожиданно придется заниматься. Может быть, самому условно, пройдя такую реинкарнацию, вот стать прообразом вот этой королевы Пентаклей, пусть где-то продуманной, но ведь это карта благополучия, когда все сферы жизни в одном балансе. Вот вам придется какой-то баланс устанавливать. Я такое могу допустить. Мои дорогие девочки, может быть, и даже мужчина для вас, да, вот под знаком зодиака, Земли, как я сказала, или с асцендентом, и неважно, что у нас королева, но тут, понимаете, разница между королевой и королем, да, если мы говорим, все же по полукарту мы не рассматриваем. Король Пентаклей– это консерватор. Там не дождешься вдохновения, нет. О, ему все то, что вот так вот отстроено, в порядке, и авторитет. А нет, более гибче королева. И она понимает, что, ну, все бывает и зыбко. И поэтому, если мы сумеем быстро на что-то отреагировать, видоизменить согласно обстоятельствам или, тем возможностям, которые к нам приходят, то тогда мы и не упускаем какой-то момент. Но надежда на самого себя или саму себя. Поэтому тут в неожиданностях вообще-то это карта стабильности. Поэтому вам, с учетом шестерки пентаклей, тут правда, как возможно для кого-то финансовый успех, и это будет связано с тем, что вы будете развивать какое-то новое направление. Но перед этим вам нужно будет принять сложное решение. С учетом ретро-урана в этот период уран все дробит, я часто говорю об этом. У кого-то дополнительный источник дохода. Или монетизировать свое творчество, личное дело, свое хобби, может быть, или вдохновение. Кто-то пишет, среди вас много творческих людей. Кто-то пишет картины, кто-то пишет книги, кто-то что-то чудесное создает, может быть, и музыку пишет. Вот здесь есть возможность, понимаете, продумать и получить это на практике хорошим эквивалентом. И это будет как и дополнительный источник дохода, может быть, так. Но для кого-то это могут быть вопросы непосредственно жилья, вашего места пребывания, вопросы семьи. Не исключаю. Ведь королева Пентаклей– это заботливая жена, любящая мать. Это та, которая порядок умеет, да, организовать, даже если это приходится делать с нуля. Вот такие неожиданные возможности идут. И к чему это все идет? Правда, по работе, может быть. Или обустройство, допускаю, быта своей жизни, опять же, организация. Это карта настойчивости, терпения. Когда мы не действуем, знаете, как-то хаотично. Не закончили одно, бросили, начали что-то другое. Нет, карта, я часто говорю, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот вы принимаете какое-то решение, и нужно себя настроить на какую-то траекторию более короткую, может быть, с 10 по 20 вы можете что-то начать, или в каком-то новом контексте продолжить, и потом тоже держать под контролем, и участвовать в этом вам придется. Так, что ждет в конечном итоге, что будет меняться? Ну, может быть, это и вы сами, да, вот какой-то союз таких людей. Может быть, это и человек, который рожден, мои дорогие весы, под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или конкретный человек, но у него асцендент в одном из этих знаков. И я, конечно, допускаю, потому что емкая очень карта король мечей. Это, знаете, всегда карта эксперта. И у кого-то юристы, адвокаты, у кого-то узкие специалисты, причем разная сфера, бывают и врачи, бывают и не обязательно врач, а может быть люди, работающие с металлом. Или вот именно узкая какая-то направленность, как специалисты мы, может быть, домой вызываем для того, чтобы он нам правильно уже вот и так, как по уму, да, что-то настроил, организовал, отремонтировал. Ну, банально, у кого-то даже так может проиграться. Но мы тогда понимаем, что мы тоже что-то сделали основательно, а у кого-то это будет касаться именно взаимоотношений. Может быть, ведь это статусная карта, это могут проходить те эксперты, которых мы называем официальными лицами.
Вот о себе настало время знать что-то наверняка, может быть, и какие-то документы вы будете рассматривать, и есть взаимодействие вот с этими людьми, юристами, адвокатами или с конкретным, да, человеком. Может быть, тут вот перекладываете на себя. Но вот именно нужно что-то сделать достоверно. И отчасти, когда закон вас бережет, сделать что-то по закону. Вот есть такой момент. И я допускаю, что у кого-то вопросы в суде. Но, значит, будьте готовы к каким-то неожиданностям или что вам придется делать какой-то, может быть, выбор. Вам может показаться, что это сложный выбор. А если так подумать, ну, может быть, какой-то спорный вопрос попробовать решить медиаторством, кстати, и у вас это получится. Как будто, ну, меньшими силами. Ну, вот это, наверное, дипломатия ваша, мои дорогие весы, она должна быть направлена не на то, чтобы как вокруг вас какая-то гармония создавалась, а вы создаете свою внутреннюю гармонию. И если вы не во внутреннем каком-то раздрае, а когда вы понимаете, что вы для себя делаете что-то добро хорошее, поверьте, и внешняя обстановка, она тоже будет складываться как-то более положительно. Но для вас, если вот мы говорим, гармония внешняя вы создаете, вы этим не останетесь довольны. Тут именно нужно подумать о самом себе или самой себе, чтобы, может быть, и есть что-то продолжать, но в новом контексте. Что же ждет в личной жизни? Еще одна восьмерка. Может быть, какие-то дороги перемещения или планируемые. Может быть, это отчасти связано с местом вашего проживания. Может быть, это как двое людей, даже у кого-то на расстоянии, и меня смотрят люди из разных стран. Тут и кого-то война разлучила, да, тут самые разные могут быть позиции, а у кого-то просто, может быть, закрытые границы. Или вы с этими отношениями определяетесь. Может быть, это даже когда дети в одной местности, а родители в другой, да, и здесь вы совместно будете принимать какое-то решение, просчитывать, каким образом работает в отношении меня закон, и настроите сами себя на какое-то продолжение. По восьмерке пентаклей это быстро что-то не решается. Но, наверное, самое главное — решиться на что-то. Вот по части личной жизни как будто настало время не только важный выбор делать, но и выводы. Или сначала даже выводы. Для себя решить, ведь мы всегда говорим, что сначала решение, а потом следующий шаг — решимость. А следующий и еще за решимостью — это именно конкретное какое-то действие. Но вот если разложить так вот по полочкам, вам действительно тут как будто нельзя уходить как в небытие какое-то или думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. Он-то решится, но вы можете отдать, как свою судьбу, на волю случая, мои дорогие. Финансы. Попажу, извините, по тузу жезлов — это всегда возможность. Это, как его величество, шанс. Не исключаю, что по финансам может вас ожидать какая-то новость, причем неожиданная. По тузу жезлов это именно что-то вот буквально ворвалось в нашу жизнь. Или мы даже не предполагали, но ведь это опять же, это карта возможностей. Вот даже если сначала возможности, словно как по двойке мечей, каким-то кривым образом приходят, вам нужно что-то передумать. Мы часто знаете, когда что-то нас выбивает из колеи, начинаем думать о том, что ну вот опять что-то повторяется. Я, конечно, допускаю, что для кого-то из вас, особенно с учетом Хирона в Овне. Вот, кстати, перейдите на мой сайт, прочитайте статью. Не напоминает ли вам это ни о чем, о какой-то ситуации, которую, как затянувшийся сценарий, или тот сценарий, который в вашей жизни словно повторяется многократно? Вот эту порочную связь какую-то вам нужно разорвать, может быть, и так. Я имею в виду, когда мы с чем-то, может быть, долгое время все время соглашались, а бы было тихо, да, вот есть в Беларуси такая фраза, а бы тихо. Ну так тихо, а бы, и это может быть где-то внешне, а внутри это нас самих пожар. Мы-то с чем-то не согласны, мы уравновесили именно внешние какие-то обстоятельства, но сами от этого страдаем. Вот такого не должно быть. Вам, правда, придется, может быть, и связано с новостью, но каким-то образом и с деньгами тоже. И вам все это, вот эту конфигурацию для себя и решить что-то нужно. И одновременно, вот как я по шестерке Пентаклей говорила,
Может быть, эти деньги правильно распределить, потому что вполне вероятно, что-то будет меняться еще. Вы как будто отправляетесь в такое жизненное путешествие. Мы еще не видим, что нам встретится дальше. Поэтому некоторая подушка безопасности вам точно не повредит. Не упустите все же какую-то возможность, но она потребует от вас других действий или принятия каких-то, решений с коррекцией, мои дорогие. Даже если поначалу мы так немножко обескуражены. Вот такая известная фраза «кризис– это возможности». Увы, у кого-то может проиграться. Итак, сфера ваших достижений, работы, согласований, король жезлов. А ведь и правда, когда в моих раскладах выпадает два короля и больше, как будто нам не избежать каких-то инстанций или персон, которые, может быть, наделены властью, или, может быть, это официальные лица, которые знают вот это ноу-хау, как поступить, как оформить какую-то бумагу. И мы как раз на бумаге, на документы, на достижения. Здесь есть какая-то персона, которая вам может говорить, как правильно делать. И я не исключаю. По этой карте иногда, ведь это карта харизматичного лидера. Вот какой-то человек, а может быть и новость, вас может вдохновить, но карта не подразумевает, что человек что-то будет делать за вас. Как будто работать и выполнять придется самому. Здесь могут быть обещания впустую, мои дорогие. Поэтому вот тут перекладывайте на себя, опять же, Херон Вовне. И, какая-то история не должна повториться. Вы как будто этот импульс, он может вас, знаете, как придать вам силы, придать вам уверенности или как вдохновить на что-то. Может быть, и конкретный человек. Кстати, человек, если рожден под знаком зодиака, стихии огня или асцендент. Овен, лев, стрелец, может быть и так, я не исключаю. Но вот эта харизма, она как будто примерьте ее на себя. Сами станьте харизматичным лидером. Ведь где-то карта, мы можем ее воспринимать как совет. Но все тезис-планы и ваши действия целиком и полностью будут зависеть от вас. У вас, тем не менее, финансовый успех может быть на кону. И он будет связан именно с вашей активностью или с вашими действиями. Но на что вы согласитесь, что вы выберете, на что вы дважды решитесь. Может быть, в этот короткий период два каких-то даже важных решения вам придется принимать. И к этому могут складываться так и обстоятельства, и информация тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео и за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео, а также телеграм-канал. Возможно, кому-то эта форма будет более удобной. Я оставляю ссылки, делаю публикации. Все, то есть со всех моих YouTube-каналов одновременно со сайта. Может быть, кому-то это именно удобнее, вот эта форма, а я вам буду искренне рада. Я вас люблю, мои дорогие весы, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.